Так вкусно баклажаны вы еще не готовили. Ароматно и очень аппетитно. Привет, друзья! Готовим шикарное блюдо из баклажан, безумно вкусное. Особенно, когда немного хочется передохнуть от мяса, это блюдо самое то. Готовится быстро, легко, очень просто, духовку включать не нужно. Все предельно просто на плите и на сковороде. Все ингредиенты очень доступны, нам нужны баклажаны. Именно 2 баклажана, я нарезала их небольшими кружочками. Зелень укропа или петрушки, или можно и то, и другое. Спелые свежие помидоры, чеснок, лук, красное сухое вино и сок из свежих помидор. Баклажаны нарезаем кружочками и избавляем от горечи. Как это сделать? Очень легко и просто. На нашем канале есть замечательное видео, как избавить баклажан от горечи. Ссылочку я оставлю для вас в описании. Пройдите и обязательно посмотрите. Кружочки баклажанов избавлены уже от горечи. Я хорошо промыла и просушила бумажными полотенцами. Лучок нарезаем вот такими небольшими кольцами. Для этого рецепта советую взять помидоры сливовидной формы, их еще в народе называют сливки. Разрезаем их пополам, то есть на 2 части, и удаляем вот эту часть, мы ее просто выбрасываем. Берем 2 сковороды, одну поменьше, другую побольше, и переходим готовить на плиту. Сначала обжариваем баклажаны с 2 сторон на растительном масле. Можно предварительно запанировать их в муке, но я не использую муку для этого рецепта, чтобы сделать блюдо максимально полезным. В этой же сковороде обжариваем кружочки репчатого лука. Когда они вот так вот чуточку подрумянятся, лучше сразу убрать их со сковороды, чтобы они не пригорели, иначе блюдо будет в итоге горчить. Спелые помидорки кладем сначала разрезом вверх, а когда они слегка обжарятся, переворачиваем разрезом вниз. На обжарку помидор уходит примерно 2-3 минуты. Видите, они уже мягкие, сочные, хорошо прожарились. Можно будет переложить их в миску. Теперь в сковороде, где жарились помидоры, готовим ключевой ингредиент нашего блюда. Это вкуснейший ароматный томатный соус или соус из помидор, который придаст баклажанам именно тот неповторимый, уникальный вкус, ту самую изюминку, от которой вы будете в полном восторге. Не убираем сковороду, ее не моем, потому что здесь чудесный ароматный сок от помидор. Здесь же мы обжариваем мелко нарезанный репчатый лучок, можно 1 или 2 головки по желанию. Лучок приобретает очень красивый, аппетитный золотистый оттенок. Сюда я заливаю сок из спелых помидор, вполне хватит, 500-700 мл. Для вкуса и аромата советую добавить немного пропущенного через пресс или измельченного чеснока, мне вполне хватает 2 зубчиков. Еще добавим чуточку зелени укропа и петрушки. И по желанию, но я добавлю полстакана красного сухого вина. От этого блюдо получится очень ароматным, вкусным, насыщенным, просто не передать словами. В соус можно добавить соль и сахар по вкусу. Я добавлю вот такую неполную столовую ложку сахара и соль. Но с солью можно немного поиграться, то есть советую вам попробовать. Готовьте соус на ваш вкус. Кто любит более соленый, добавит больше соли. Кто соль практически не употребляет, может сделать его менее соленым. Это уже по вкусу и по желанию. Я попробовала соус, он получился у меня кисло-сладенький. Прокипел 5 минут, за это время выпарился алкоголь. Все, можно выключать огонь. Обжаренные баклажаны, лук и помидоры теперь складываем в сковороду, в ту, которую побольше. Вместо сковороды можете использовать кастрюлю, только желательно, чтобы она была широкая и не слишком глубокая. Заливать в сковороду масло не нужно, потому что баклажаны во время жарки впитывают достаточно много масла. Кто хочет, может даже по желанию поставить их на бумажное, положить их на бумажное полотенце, чтобы они немного отдали этого жира, то есть бумажное полотенце впитает весь лишний жир.
Я присыпаю каждый слой небольшим количеством чеснока и зеленью укропа и петрушки. Поверх баклажан положу немного этой зелени. Затем укладываю сюда помидоры, обжаренные кольца лука, снова баклажаны, чеснок, зелень, оставшиеся помидорки, лук и оставшиеся баклажанчики. Заливаем все это вкуснейшим красным соусом, который мы только что приготовили. Посмотрите, какая прелесть. И тушим на слабом огне под крышкой примерно 10-15 минут. Все готово. Вкуснятина и красота неимоверная. Отдельно солить баклажаны, лук и помидоры не нужно, потому что они впитают свой основной вкус именно из этого красного томатного замечательного соуса. Поэтому обратите особое внимание на вкус вашего соуса, потому что именно он придаст ту насыщенность, тот аромат и тот неповторимый вкус основным ингредиентам, то есть овощам. Друзья, кто из вас любит баклажаны? Дайте знать об этом в комментариях. Мне кажется, что иногда стоит сделать небольшую паузу от мяса и попробовать вот такое замечательное овощное блюдо. Ставьте оценочки этому прекрасному вкусному блюду, подписывайтесь на наш канал, посмотрите интересные видео, которые здесь появятся, и увидимся очень скоро с новыми рецептами. Всем добра и здоровья, пока-пока!